Если спросить у людей на улице, кто такие гики, ответы можно получить самые разные. Почему гики? Кто такие гики? Что такое гик? Может быть, вообще я гик? Гадать не надо. Гадать вообще идея плохая. Давайте просто спросим у петербуржцев, кто такие гики? Потому что сегодня мы снимаем выпуск про гиковский Питер. Здравствуйте. А вы знаете, кто такие гики? Кто? Кто такие гики? Гики. Кто такие? Вы гик? Ну, человек, который смотрит там постоянно. Ну, типа, у него круг увлечений, это сериалы, фильмы. Студентов, наверное, прежде всего. Если бы вы были гиком, то в какой сфере? Техническая, наверное. Скорее всего, техническая. Он одет как придется, Это люди, которые затариваются гаджетами, любят технологии. который кичится тем, что он отличается от других вот такой необыкновенной внешностью. Не выходит на свет, не социализируется, никак не коммуницирует с другими Короче, людьми. Дроты, да. Неряшливо одетым. Это могут быть и любители комиксов, любители игр, и любители всякой разной техники. Ну, тогда мы такие, точно. Голова не убрана, совершенно волосы в разные стороны. Скорее всего, он больше работает с компьютером. Но стыдно быть гиком вообще? Да. Сейчас гиками чаще всего называют ученых, айтишников и вот этих вот всех ребят. Но если верить Википедии, которую, кстати, тоже пишут гики, говорят, то это очень увлеченные поп-культурой люди. Комиксами, видеоиграми, сериалами, ну и так далее, вы знаете. И если верить сериалу «Теория большого взрыва», то эти категории очень часто пересекаются. И сегодня мы вместе с Кведа попробуем посмотреть на самые гиковские места в Питере и проверить, так ли это. В этом спецвыпуске мы будем исследовать феномен гиков с самых разных сторон и вместе с ними погружаться в их жизнь и увлечения. Погнали! И начать гиковую историю я предлагаю с магазина комиксов, потому что люди, которые любят комиксы, это реальные гики, настолько мощные, что сейчас делают свои киновселенные. Вот мы и здесь, в этом гигацентре, я бы сказал, и попадая сюда, вы понимаете, что нужно быть человеком специфическим, заинтересованным, чтобы сюда прийти и выбирать себе игрушки, выбирать себе какой-то мерч, выбирать себе фигурку малыша Йоды или комиксы. Вот есть японские комиксы, есть комиксы российские, кстати, Bubble Comics. И в комиксах можно даже изучать физику, химию, алгебру и многие другие науки. Поэтому если ваш ребенок говорит, что школа ему не интересна, можно попробовать другой подход. Конечно, стереотипно комиксы — это истории про супергероев, про каких-то циклопов, про каких-то радиоактивных людей, которые бегают, спасают планету от других таких же суперзлодеев. Но на самом деле индустрия комиксов, она развивалась с 50-х, 60-х годов прошлого века. И сначала это, правда, были скорее такие детские истории. Это была сначала форма, которая искала свои эксперименты. Но сейчас в комиксах можно найти практически все от кухонных рецептов, историй Евгения Онегина, Пушкина и каких-то биографий. Поэтому, по сути, сейчас комиксы — это уже форма, которая освободилась от каких-то стереотипов и может рассказать вам о чем угодно. Главное, кто это пишет. Вообще, естественно, люди, которые читают комиксы, их можно назвать гиками, потому что это история, которая постоянно обновляется, выходят какие-то новые эпизоды, новые ответвления, спин-оффы так называемые. И это целая культура. Я бы уже даже не назвал это субкультурой, это все-таки культура, где есть свои гик-клубы, и люди прямо собираются, обсуждают, а что имел в виду автор вот здесь, и как они сняли новый фильм по этим комиксам, и что не так, и почему книга лучше. Есть поверье, что гики не ходят пешком там, где можно проехать на чем-то странном. Да, это не гироскутер и не моноколесо, но самокат, электросамокат, вполне себе гиковское средство передвижения. Здрасте, а вы не гик случайно? Фрик. Давайте-ка узнаем, что там у ученых, ведь это тоже те еще гики. Лети.
первый электротехнический университет в России. С наукой там все в порядке. Попов изобрел свое радио, а преподавал даже нобелевский лауреат Жарес Алферов. С культурой тоже вроде ничего, с поп-культурой, ведь там какое-то время в гардеробе работал сам Дмитрий Нагиев. Да и вообще, университету уже 140 лет практически, поэтому, возможно, первые гики на Руси появились именно там. Давайте посмотрим на разработки современных ученых ЛЭТИ. Например, стоит отметить робота-художника. Благодаря применению алгоритмов искусственного интеллекта, робот может самостоятельно получать любые оттенки цвета для создания собственных картин. Или другой вариант практического применения научного изобретения – программируемая фотолампа для повышения производительности теплиц и качества их продукции. С помощью уникального устройства исследователям удалось достичь роста урожайности салата почти на 60%. Но прежде чем погрузиться в мир настоящей науки и технологий, давайте посетим предварительный этап их профессионального становления. Радиотехнический колледж. Вы подумаете, ну какой колледж? Это же travel-шоу, алло! А мы сегодня путешествуем по ступеням культурного развития социума и исследуем феномен гиков. Во как! Мы попали в радиотехнический колледж, и здесь в том числе учатся гики, будущие гики, ребята, которые пришли, и у них в аттестате написано «будущий гик». У нас гик, кстати, за камерой, это Макс, наш оператор, он учился в похожем заведении. Он его очень любил, по его рассказам. Это было лучшее время в его жизни. Виталий, Да. мы тут исследуем такой вопрос. Знаете ли вы, кто такие гики? Нет. А можете ли вы назвать себя гиком? Даже если не знаете, кто это. Навряд ли. Наив. Кто такой гик? Гик? Да. Ну, в моем понимании, это человек, который специализируется на какой-то узкой отрасли, который увлечен в той сфере, которая ему нравится, который готов тратить все свободное время, ресурсы на то, чтобы прокачиваться в этом направлении. Мы обучаем по специальности сетевое системное администрирование, то есть готовим будущих системных администраторов. Это люди, которые перезагружают, Ну, это которые люди, которые перезагружают роутер. Нет, но это в настоящее время как бы все компьютеризировано у нас сейчас. Вот, чтобы вся компьютерная инфраструктура, грубо говоря, организация предприятия работала безотказно. Вот это, за это они отвечают. Можно сказать, что у вас здесь концентрация гиков? Нам бы Возможно, будущих гиков. Во-первых, нам бы этого хотелось бы. Во-вторых, мы определенно над этим работаем. И да, ведется работа по тому, чтобы, с одной стороны, проявить интерес, с другой стороны, прокачать их на таком уровне, чтобы они, уже обучаясь в колледже, могли выполнять те задания, которые выполняют сотрудники, в частности, веб-студии, там уровня Junior+, Middle. Они умеют переустанавливать Windows? Умеют. Как думаете, может ли слово «гик» для вас или для ваших студентов быть обидным? Я не думаю, что это будет обидно для студентов, и тем более для меня. Может быть, неправильное, может быть, некорректное Стереотипы. понимание со стороны других людей, которые встречаются с этим словом «гик». Данил, мы ищем гиков в вашем колледже. Ты гик? Не совсем. У тебя есть друзья гики? Именно гиком в плане технологий, который прям уже копался очень много, это может быть Гоша. Я не гик. В моем понимании гики — это типа те ребята, которые имеют очень большой запас знаний, но при этом немножко асоциальны, тихие, скромные. Я же таким не являюсь. Так, на этом этапе быть гиками ни разу не стыдно. Здесь даже стремятся ими стать, потому что понимают гиков как крутых технических специалистов, которые, говорят, могут хорошо зарабатывать. Время моей любимой рубрики — это «Покушать». Выпуск у нас гиковский, еда тоже должна быть гиковская. Мы в магазине комиксов выяснили, что в Японии есть культура манги, культура аниме, то есть с этим там все в порядке. Но чтобы все это не только посмотреть, но еще и попробовать на вкус, так сказать, другими рецепторами, мы пришли в одно интересное заведение. Его мы, конечно, тоже нашли в Кведо. Здесь есть красивые, интересные фотографии. Пора сравнить с реальностью.
Полина за кадром сказала, что гик — это как будто бы какое-то такое обидное очень приятно, слово. как А будто. почему? Блин, мне кажется, когда человеку за счет того, что он чем-то увлечен, приписывают какое-то слово, это всегда не очень приятно. Как будто тебя причисляют к какому-то, какой-то... Блин, даже не знаю, как назвать. В общем, тебя к кому-то причисляют просто за то, что ты что-то любишь. И тебе такие, ты гик. Но ведь люди, которые что-то любят, они обычно сами себя к чему-то причисляют и объединяются в группы. Ну, не знаю, просто лично для меня, мне кажется, что вот я люблю Японию, и мне бы не очень хотелось, чтобы меня вот причисляли ко всем людям, там, которые любят Японию, которые, например, только анимешники, потому что я люблю в Японии ее самобытность и разнообразие. Поэтому для меня как-то слово гик, анимешник и что-то такое — это причисление к какой-то группе, а человек всегда хочет быть каким-то индивидуальным, как мне кажется. Почему мы так называемся? Разрешите, я покажу. Мы подаем вот такое вот блюдо. Это японский стритфуд. То есть, к гиковской тематике это подходит, потому что это блюдо — уличная еда, которую едят в Японии на различных фестивалях, в школах, в супермаркетах можно купить, в вендинговых автоматах. Это японский морской лещ. То есть таяки — это буквально запеченный морской лещ. Кстати, в Японии и вообще везде идет спор. Вот вы с головы начали ее кушать? Да. А почему не с хвоста? В общем, непонятно до сих пор, как правильно есть таяки, с хвоста, Потому с хвоста или с головы. рыба едят с головы. Возможно. Рамен, якисоба. Практически во всех аниме, где кушают, а кушают в аниме везде, есть вот эти блюда. И наше кафе, помимо традиционной пищи таяки, стритфуда, аниме, пожалуйста, каваи, ня, вся вот То эта есть вот. люди, которые смотрят аниме, мы не будем называть их анимешниками, мы поняли, что это вообще грех, они могут на вкус почувствовать свою культуру. Почувствовали Японию на вкус. Они посмотрели это в мультике, такие, надо Не в теперь мультике. попробовать. Извините, я очень аккуратно и так стараюсь. А как правильно? Просто аниме — это есть аниме, Аниме, да? Само да. по себе, да. Ну это же мультик, это же анимация, нет? Все. Это маринованное яичко от Зитама. Это тесю, мясной рулет. Это маринованный бамбук. Маринованный бамбук? Да. Вау. Вот это я начну пробовать. Я потому что думал, что это грибы, а у меня с грибами отношения не то чтобы на «вы» даже, я бы сказал. С бамбуком мы не знакомы. Извините, я никогда не ел дерево раньше. Похоже на что-то азиатское с соевым соусом. Видимо, потому что он в соусе и делается, да? Потому что Маринованное. вкус бамбука я тут вам передать, конечно, не смогу. Можно ли назвать ваше заведение гиковым местом? На самом деле, таяки — это такое место, которое соединяет в себе как традиционную японскую культуру, так и аниме. Так что я думаю, что да, это в каком-то роде, да, гиковское заведение для людей, которые любят Японию, аниме-культуру, которые на ней повешены, например, как я, помешаны, да. Естественно, для поиска интереснейших мест для этого выпуска мы использовали нашего карманного ассистента, мобильное приложение Кведа. И что вы думаете? Совершенно случайно мы нашли хаб интеллектуальной мысли, просто какой-то храм разработчиков и технологий. Мы ехали и действительно не запланированно попали в такое прикольное креативное пространство. Но оно не только креативное, оно еще и научное, потому что здесь находится планетарий, там все желающие могут посмотреть на звезды и на разные программы про космос, как-то погрузиться в него максимально сильно. А в соседнем здании находится открытая лаборатория для технологий и людей. Там можно разрабатывать какие-то новые проекты, новые программы. Там много роботов странных и немножечко страшных с красными глазами. Там много компов и стартаперов. Правда, сегодня почему-то никого нет, хотя все мониторы работают и все кресла поставлены как положено. Мы думали, что это все делает искусственный интеллект, но очень смешно, если искусственному интеллекту тоже нужны мониторы и тоже нужны стулья. Далее предлагаю поискать ответ на вопрос у профессионалов. Для этого мы отправимся прямо в облака, но не те, которых и так много над Петербургом, а немного в иные. Компания Selectel — это разработчик облачной платформы и облачных решений для бизнеса. Мы, можно сказать, предоставляем простые решения для сложных клиентских приложений. И если вам необходимо место, где будет происходить вычисление,
где будет происходить именно работа серверной части вашего приложения, то это как раз компания Selectel. Вообще в целом у нас свыше 23 тысяч клиентов. И это как представители крупного бизнеса, так и, может быть, и малый бизнес, и вообще там стартап, и физлицо может быть нашим клиентом, мы не ограничиваем никак людей. Из крупных и звучных, скажем так, это, естественно, Островок, это Самокат, это Skyeng, X5 Group. Естественно, множество других клиентов, и по их, скажем так, направлению деятельности, да, их можно понять, что это вообще никак не ограничено и может быть использовано абсолютно любым бизнесом, которому необходима именно вычислительная часть серверная. Круто. То есть, когда вот я бронирую билеты или бронь какого-то отеля, происходит значок загрузки. Собственно, значок загрузки происходит вот в этом здании. Или в одном из которых у вас есть в России и где-то еще. Да, у нас есть представительство в Узбекистане. Вот. И по России тоже мы отличаемся от наших конкурентов как раз тем, что помимо классики Москва-Петербург, у нас еще есть Новосибирск. Вот. И мы, естественно, на этом не собираемся останавливаться, мы планируем расширяться. Кстати, а вы знали, что есть специально обученные люди, которые хантят гиков? Да, можно, наверное, сказать и так, если мы говорим о том, что гики — это ребята, которые любят технологии, которые шарят за айтишку, которые в целом умные, но при этом имеют еще классные хобби, да, можно сказать и так. Если сказать обычным языком, чем мы пользуемся, какой терминологией здесь внутри, я IT-сорсер. Можно поставить равно. Да, поднять сильно не стало. Твоя задача — это находить вот хороших специалистов в своей сфере IT в разных каналах. То есть ты ходишь на какие-то мероприятия и такая: поставлю ему лайк на фоточку, он подумает, что это свидание, а придет на собеседование. Да, это один из способов на самом деле. Он не самый-самый первый, но один из действительно мы используем. Моя основная задача — это проанализировать вообще все возможные источники, откуда мы можем найти классных ребят, и более того, еще придумать, как их привлечь. И конференции, конечно же, различные митапы, формальные и неформальные, они все входят в эти источники. Поэтому да, это тоже работает. Сердце дата-центра Selectel — это, конечно же, серверная. Главные артерии — это десятки тысяч проводов, а движущая сила — вот такие вот крутые и стильные парни. Давай вот нашим зрителям объясним, что такое серверное. Потому что я видел в кино там всякие миссии невыполнимые, как Том Круз прибегает куда-то весь в поту с дискетой, вставляет какую-то флешку, и можно оттуда скачать данные. Это правда, во-первых, возможно? И украсть чью-то там секретные фотографии? Ну, скачать данные, конечно же, можно, если это позволяет периметр безопасности. Серверное — это специальное техническое помещение, в котором расположено серверное, как полезная нагрузка оборудования, и сетевое, которое обеспечит его связанность, а также холодильное оборудование, которое обеспечит охлаждение серверов и сетевого оборудования. Серверное, которое сейчас над нами, состоит из 600 стоек и около 33 кондиционеров, которые работают по очереди, все вместе, в различных режимах, которые необходимы серверу. А какая там температура? Температура в холодных коридорах у нас около 19 градусов, в горячих около 24. Ну, не так жарко, потому что, опять же, в кино где-то смотришь, что в серверное это какой-то ад, какая-то баня. Или так тоже бывает? Так тоже бывает. Все зависит от системы охлаждения серверных. В данном случае у нас стоят прецизионные кондиционеры, они позволяют поддерживать такой температурный режим. В серверных охлаждаемых при помощи фрикулинга, там в горячих коридорах температура доходит до 55-60 градусов. Я работаю в дежурной службе облака. Мы следим, чтобы нашему облачку было всегда приятно и хорошо, чтобы наши клиенты радовались. И мы следим это 24/7, 365 дней в году, без выходных, почти без праздников и без еды. В чем твоя работа заключается, чтобы все работало стабильно, не было перебоев, но если перебои случаются? Да, моя задача их максимально быстро устранить. Угу. А как часто они происходят? В среднем у нас примерно 11 критичных алертов в день.
11 вот этих алертов, ошибок, звоночков, это много или мало? На самом деле нет, потому что если посчитать в целом, у нас 75 тысяч примерно клиентских виртуальных машин, а наших серверов более 1500, и 11 звонков критичных — это, кажется, капли в море. Вот примерно так, да. У нас есть автоматическая система, которая нам звонит, и она как раз-таки говорит, типа, что что-то сломалось, нажмите 1, и мы будем это чинить с вами. Успокойтесь. Ой, кстати, вы меня извините, я скандал такой учиню! К сожалению, это бот, это не реальный человек. А так бы, да, я бы так и говорил. Интересно? Еще как. А кто такие гики в понимании вот этих ребят? Мы тут ищем гиков. Сказали, здесь очень много гиков. Вы гик? Здесь очень много таких людей. И я, естественно, несомненно, являюсь именно гиком. И не стесняюсь. Не то, чтобы не стесняюсь, не только не стесняюсь этого, я считаю, что наоборот, сейчас это даже показатель того, что ты современен, что ты в тренде, что ты именно в работе понимаешь и пользуешься какими-то современными вещами, инструментами. Ты гик? Я? Нет. Ты не гик? Я инженер. А чем отличается гик и инженер? Ну, гики — это, в моем понимании, это какая-то субкультура, которая фанатеет, наверное, по каким-то современным технологиям. Мы же инженеры, мы эти технологии знаем, и для нас они чем-то сверхъестественным не являются. Ты гик? Наверное, да, можно называть меня гиком, хотя не слышала, чтобы меня кто-то так называл. Но вот гик-хантером ты назвал. Ты гик? Полугик, если так можно назвать, да. У тебя мама гик, а папа нет. Да, это прям в паспорте написано. Смотри, в детстве кайфовал от Sailor Moon, но меня там сестра заставляла смотреть. Так. Вот, потом повзрослел, и я, болел, и у меня был включен только один канал СТС, там крутили «Алхимика». Вот мне он очень зашел, я так и не досмотрел, кстати. Не потому, что я выздоровел, а в целом. А потом уже что-то там One Punch Man, Тетрадь смерти. Я считаю, что гики, они прям полностью этому отдаются. Они прям охотятся за фигурками, все это следят. А я максимум могу прийти вечером посмотреть там, не знаю, Кьюбайта или Cut the Crap, например, либо Marvel DC канал. Получается, не все гики сознаются, что они гики. Оказывается, не все так однозначно. Мы полагаем, что все дело в том, когда гик переходит в статус профессионала, такой статус оценивается совсем по-другому. Да и какая разница, как тебя называют окружающие? Главное, чтобы человек был дельный. Мы в питерском дворе, классическом таком колодце, и что здесь можно найти? Следующее место, куда вы обязательно попадете, если будете смотреть много аниме. Шутка, анимешники, не обижайтесь. Мы идем в кафе Replay. Это антикафе, где гики тусуются и днем, и ночью, играют в компьютерные игры, играют в настолки. Очень жаль, что, Макс, нас с тобой всего двое, поэтому мне придется играть и тестировать все самому. Побывать в игровухе и не потестить на себе все возможные варианты игр, игрушек, игрулек, игрулечек, игрух, игрищ, не знаю, что из этого правильно, но погрузиться в виртуальный мир, ай, как круто, рекомендую. У вас здесь в основном тема настолок и компьютерных игр. Много всяких приставок, десятки просто настольных игр. И у меня всегда был вопрос, когда я приходил в такие места, кто эти люди, которые играют в настолки, которые, чтобы сначала разложить, нужно потратить 5 часов, и потом еще понять, как в нее играть еще пару недель? По большей части это люди с довольно большой фантазией, которые что-то любят всегда придумывать, визуализировать и так далее. То есть от простых настолок, там, начиная от Бенга какого-нибудь, от Уно не берем, и заканчивая каким-нибудь ДНД. То есть игра, которая фактически можно играть в нее, используя 4 друзей и 4 листочка А4. Среднестатистический человек — это студент от 16 до 30, наверное. На самом деле у нас есть гости и 50+, как ни странно, которые открывают только для себя мир компьютерных игр, потому что они в детстве когда-то, в юношестве, ладно, застали все это дело, и сейчас они такие, пора молодеть. Да, говорят, папа, пойдем, покажу тебе
что вообще произошло за И он последние заходит, как в 15 этом меме, знаете, how do you do, fellow kids? Да, примерно так и есть, на самом деле. Нет, но чаще всего он заходит, такой приходит, говорит, вот геймпад. Кто? Он аккуратно берет, да, и вот сидит, говорит, Он папа. такой, и без пакетика? Да, он такой говорит, пап, надо нажимать кнопки. Аккуратно так нажимать, чтобы дело не сломать. Ну ты что, в GTA угнал машину только что? Примерно так это и происходит. Расскажи, кто такие гики, по-твоему? Гики — это заинтересованные люди в чем-то определенном. На самом деле слово «гик», оно относится не только, допустим, к компьютерным играм, оно относится также к комиксам, к манге, к аниме, к любым каким-то вещам, в которых человек очень заинтересован. То есть не то, чтобы это синоним слова «хобби». Это прям большая увлеченность какой-то культурой. Абсолютно верно. Как вы видите развитие гик-культуры через ваше заведение? Например, вы сотрудничаете с кем-то, может быть, вместе что-то придумываете? Если говорить по поводу сотрудничества, мы сотрудничаем с Geek-Trip, мы внесены в официальный путеводитель этого заведения, привет Индуку. Вот. Сотрудничаем с ними. Также мы всегда сами стараемся как-то всю эту культуру преподнести более молодому поколению. Да, там всегда делаем по мере возможности какие-то скидочки, какие-то ивентики, то есть для Посмотри, ребят-студентов. во что ваши деды играли. Ну, можно сказать и так, на самом деле, потому что очень многие ребята приходят и играют, ну, по большей части, там, годами, там, в Монополию, там, в Уно, как бы, да, ну, грубо говоря, там, не знаю, пул из 7-8 настолок. И частенько, как бы, у нас, допустим, даже администраторы, если не свободны, видят компанию, приходят и говорят, ребята, давайте там сыграем, не знаю, World of Warcraft какой-нибудь. Ты гик? Да. В чем? Да почти во всем, что перечислили. Игры, комиксы, манга, аниме, какие-то, не знаю. Да, те же самые бушкрафтовские темы можно туда же. Бушкрафт — это когда буш что-то делал, крафтил? Ну, можно сказать так. Это штука, связанная по большей части с отдыхом, с кемпингом, то есть с какими-то такими вещами. То есть где ты что-то делаешь с помощью инструментов. Вообще, если верить стереотипам, то заманить гика в бар достаточно сложно, потому что он либо сидит играет в настолкой, либо читает комиксы, либо рубится в PlayStation. Но некоторым барам это все-таки удается. Пойдем посмотрим, как это получается у бара Никанон. Мы в очень необычном месте. Здесь, знаете, что меня удивило? Что мы шли сюда с намерением и пониманием, что это бар. Бар стильный, Никанон, все дела. Но прямо перед нами, вот так вот рукой отодвинул нашего оператора мальчик такой, да, я лечу. Я такой, так, здесь, видимо, будет интересно. Кто гости вашего заведения? Это абсолютно разные люди. То есть к нам приходят ребята, которые, условно говоря, там, идут в БКЗ, да, на Лепса, и вот они решают зайти к нам по какой-то причине. Им, кстати, очень нравится здесь. Они потом еще после Лепса заходят обратно к нам. Но как бы не сказать, что это наша прямая целевая аудитория. Можно да? ли сказать, что вы как-то сжали Лепса? Ну, мы сжали вообще всех, кто в БКЗ выступает, на самом деле, потому что, ну, не только перед Лепсом к нам приходят. Вот. Не сказать, что это наша целевая аудитория, но так или иначе для них мы тоже стараемся что-то делать. То есть это чаще всего какие-то более классические коктейли, более классическая подача. То есть она у нас тоже есть для вот таких гостей. Вот. Есть гости плана школьников, допустим, да, тоже очень часто приходят. Приходят с мамочками дети, приходят ну, люди, которых можно назвать гиками, да. Вот. Ну, наверное, чаще всего приходят именно они, хотя сложно сказать. Вот. Мы такие разноплановые ребята, готовые принять в гостях всех буквально. Ладно, я тут немножко отвлекся, у меня не получается немножко выпить, чтобы вы понимали. Ложечка нужна, Ложечка есть? Да. Кто такие гики? Вот ты сказала, что уже приходят гиков много к вам. Мы сегодня исследуем, кто такие гики. Сложно ответить на этот вопрос. Это, наверное, ребята, которые
горят вот этой вот идеей и вообще миром комиксов, миром Marvel, DC, Гарри Поттера, вообще разными вымышленными вселенными, да, их персонажами, там какими-то лорами и так далее. Вот. И, наверное, да, всех этих людей, увлекающихся яро вот этой темой, можно, наверное, назвать гиками. Может ли гик быть обидным словом? Ну, в определенном, вот даже когда я говорила это, мне хотелось добавить там, ну, в хорошем плане, гик в хорошем плане. Что такое гик в плохом плане? Ну, наверное, Когда вот если тебе приходят говорить... и говорят, знаешь, Саша, мне кажется, ты гик. В каком контексте это может быть? Это может быть в контексте, ну, если говорить откровенно, в контексте, что ты такой, может быть, душноват немножко, чувачок. Вот как-то так Душноватый может чувачок. быть. Может быть, как-то так. Вот. Но, думаю, нам стоит отказываться от таких предрассудков, потому что они чаще всего являются беспочвенными, то есть и очень, ну, зависят от каких-то вот, не знаю, внешних... Стереотипо-разрушатус. Ну да, примерно так. Давай поговорим немножко про ваше меню. Вот я заказал коктейль, называется «Лизун». Я подозреваю, что это связано с охотниками за привидениями. Да, и как да. зрители могли увидеть, я пытался его пить, у меня ничего не получилось. Да. На чем основывается ваше меню и ваши коктейли? Наше меню и наши коктейли основаны на алкоголе, да. В первую очередь. В первую очередь, Мы да. снимаем в пятницу вечером. Вот. Коктейли в первую очередь основаны на тематике нашего заведения, да. Это, опять же, персонажи комиксов, там, Бэтмены, Человеки-пауки, там, и все такое, да. Вот. Этот коктейль, он такой, имеет желейную основу, он такой дынный, ромовый, такой достаточно алкогольный, но при этом сладкий. Поэтому к нему мы предлагаем всегда стаканчик водички, да, чтобы можно было, так скажем, чем-то запить этот коктейль. Вот. К вам ходят еще дети. То есть Да, может быть конечно. такое, что ребенок пришел такой, мама, там прикольная маска Таноса или перчатка. Мама такая, да, класс, там еще коктейли прикольные такие. И вот они вместе сюда идут. Да, такое очень часто бывает. Дети, да и не только дети, вообще любят весь наш реквизит. Мы даем им пользоваться, безусловно, даем фотографироваться. Все, что душе угодно, можно взять себе в короткое пользование, так скажем. Вот. Да, и дети от этого в восторге, и взрослые тоже от этого в восторге. Мы с вами в третий раз в арт-центре Пушкинская 10. Похоже, здесь правда гиковое место без вопросов. Настя, привет! Как диджеи здороваются? Есть какая-то да, фирма? есть вот так. Давай. Раз, и теперь вниз. Ну да, только мы должны попасть, понял? Да, и координация еще должна быть. Да. Класс. То есть мы проходим и такие, Йо! да. Задача диджея — свести два трека так, чтобы танцевальный ритм в целом не изменился. Да, чтобы И поддерживать настроение и вот этот вот баланс, чтобы не было такого, что ты танцуешь, чтобы а не было, потом- щас, мужики, сейчас другую пластинку поставим. Собственно, из этого и родилась аббревиатура диджей, это диск-жокей. То есть раньше на вечеринках были виниловые пластинки, и чтобы не ждать танцорам, пока пластинки меняются, нужно было их просто свести. С этой музыка ушла на эту, грубо говоря, а тут пока меняется пластинка. Сейчас все в цифровом виде, но суть осталась прежней. Давай попробуем с тобой свести трек. Давай, Ты меня научишь. нажимай на play. Ну вот давай мы сначала с тобой сведем на обычном BPM, а потом на разном. Давай. Смотри, твоя задача сейчас будет попасть в бит. 5, 6, 7, 8. Вот здесь Да, показаны- нужно еще попасть в квадрат. Да, в главную долю квадрата. Тут она обозначена красненьким. 5, 6, 7, 8. Как у нас полностью убрать тот трек, чтобы он уже нам не мешал, потому что все еще играют два трека. Смотри, нажимаем фильтр и выкручиваем. Медленно, медленно. О. Да, все, почти ничего не изменилось. Видишь, потому что они идеально подходят друг другу по тональности. Все, убираем. Да, еще же нужно сводить не только скорость ударов в секунду, еще нужно знать тональности. Клиенты нашей школы — это молодые девчонки и парни
в возрасте там, от 20 до 30 лет, да, и также уже более взрослое поколение там, в возрасте от 30 до 40. Также мы обучаем еще детишек, там, начиная с 10 лет. Вот. Это, наверное, им диджеингу и созданию музыки. А кто ваши педагоги? Можешь ли ты своих педагогов назвать гиками? Мы все увлечены тем делом, которое мы, собственно, делаем. В данном случае я диджей уже с 25-летним стажем. Вот, всю жизнь, начиная с 16 лет, я играю, и по сей день, мне сейчас 42, я до сих пор, собственно, стою за вертушками каждую неделю и радую слушателя музыкой. То есть ты тот человек, который начинал с какого-нибудь Сергея Жукова, и сейчас заканчиваешь вот на тех именах сложных, которые я даже не запомнил от Насти. Ну, нет, Сергей Жуков — это вообще другая песня, вот, потому что это больше, наверное, в попсу. Извини, Сергей. Да. Вот, но если брать про электронную музыку, то я начинал с первых ласточек рейва вообще, который зародился в России в 90-х годах. Вот. Привет. Привет. Мы задаем всем вопрос, кто такие гики, по-твоему? Ну, наверное, люди, которые очень сильно хотят разобраться в чем-то, разбираются. А они могут быть в какой-то одной конкретной сфере? Ну, конечно. Ну, ты, например, гик. Да, я музыкальный гик. Ты музыкальный продюсер? Да, музыкальный продюсер. Ты занимаешься сам и помогаешь другим создавать музыку именно в электронном виде. Расскажи, как это происходит, потому что для нас, для простых слушателей, это звук, который мы видим как файл на компьютере или на телефоне, а здесь это все как-то визуально. Да, здесь на самом деле, ну, вот тут можно видеть по программе, что это как некоторый бутерброд, это, можно сказать, салат, да, из ингредиентов, потому что когда мы в ресторан приходим, мы кушаем блюдо, и здесь примерно то же самое. И, соответственно, когда мы слушаем музыку, я сейчас фрагмент включу. Мы слышим как бы трек, но по факту здесь есть несколько составляющих, например, барабаны. Отдельно, например, перкуссионная часть, которая вот здесь, например, у нас. И бас. Ну, то же самое, что бас, да, у нас здесь очень такой мощный. Вокальные всякие штучки. И... Это я могу петь, кстати. Да, да, и какие-то вот импакты, скажем так, ну, типа эффекты. Ну, и, естественно, если по группам, то очень вот так вот мощно, да, то есть они складываются там из 5-6 групп, получается целый трек. Сколько в среднем поп-треки дорожек вот таких вот, может быть? По-разному, на самом деле. Бывает довольно популярный трек, какой-нибудь там Билли Айлиш. Да, например, очень простые и очень хорошие такие, да, хитовые треки. А если какой-нибудь Дэвид Гетта? Да, да, там уже, конечно, 50, 100, 150. Я видел у Скриликса, например, проект из 150 дорожек. 150 дорожек? Да, 150. Ну, вот как бы ингредиенты. Вот он такой человечек, он любит очень много слоить. Если мы вернемся к характеристике, что гик — это человек, увлеченный чем-то в превосходной степени, то получается, что диджеи — это те еще гики. Понятно, что будущее за электронными помощниками, собаками, облаками, а вот электронная музыка — это будущее или еще прошлое? Есть вопросики. Настал вечер, я просто не мог не зайти в одно место, тем более, что Кведа очень советует. Обстановка потрясающая. Я не знаком с 80-ми, но если там было так, как здесь, это было лучшее время на Земле. По крайней мере, полет мысли дизайнера — это целый перформанс, погружающий в ту эпоху, и, если честно, есть ощущение, что самого гиковского гика из всех гиков мы встретили именно здесь. В 2016 году меня очень заинтересовало, что есть много молодых людей, там, года рождения нулевых, которые дико угорают по всякой аналоговой романтике 80-х. И мне сам этот феномен показался очень интересным, потому что люди, которые как бы не успели побывать вот в этой аналоговой эпохе, ну, то есть, ну как, технически невозможно. Ну, даже чуть-чуть, вот. А почему они так этим прикалываются? Это ретро-вейв, синт-вейв, вот эта вот вся история. Почему? Вот, я прям настолько углубился в это дело, что прочитал
различные научные работы людей, которые изучали современные поколения прям, и придумал, как скомпилировать все работы ученых в один единый график. То есть это не то, чтобы я сам что-то сочинил. Я взял научные статьи, работы от всех-всех-всех и скомпилировал это вот в такой график понятный, как бы, где каждый человек может прийти и узнать о себе что-то новое, что-то интересное. Вот, например, какого ты года рождения? А как вы думаете? Не знаю. Ну, не знаю. 98-го. Ну вот смотри. Мы заводим транспортир. Я даже в кадр не влезаю. Вот, собственно, видишь, транспортир 98-й год. И он показывает тебе, на сколько процентов ты относишься к определенному поколению. Значит, ты 50-50. Z-альфа. Даже альфа. Я думал, что я хотя бы Y и Z. Понятно. Вот в верхней части транспортира ты можешь посмотреть, вот когда тебе было, что происходило в мире по разным категориям. Политика и наука, социология, экономика, топ-музыки, топ-кино. Какие-то события поп-культуры. Разные события в мире, которые ты, как бы, начиная с 7 лет, есть некое научное обоснование, почему 7 лет. Они закрывают период жизни, который ты не помнишь. Смутно, да. До 7 лет смутно что-то. Но вот не зря же людей в школу отправляют с 7 лет. Есть прям научная работа, которая обосновывает, почему это так. Потому что начиная с 7 лет человек уже все окружающие события начинает как бы вот впитывать как губка. И все, что происходит в мире, оно как бы накладывает отпечаток на то или иное поколение, его восприятие, его отношение к миру. И вот тут ты можешь восстановить в памяти... Провод заело. Что происходило? Вот 8 лет тебе было, да? 2005 год. Как раз после этой даты уже ничего не двигалось. Вот, например, там, что-то происходило в мире, в интернете. YouTube появился YouTube, вот, отлично, кстати. Вот, для людей, которые выросли в цифровую эпоху, и прям с самой юности, вот видишь количество российских IP-адресов график, для них вот отношение к личным страницам в соцсетях это гораздо более личное, чем вот для этих ребят. Для них это просто как, не знаю, как смс-ка, например, да. И как бы вот вы часто можете видеть, как ваши родители постят какой-нибудь фейспалм, да, в соцсетях. Часто видите. Почему? Потому что научное слово сложное, кринж. Потому что для них это просто игрушка. Ну, то есть это просто как вот, не знаю, смс-ку вот отправить. Как записку написать в школе. Для них это не представляет какой-то социальный ценность. А для таких ребят, как ты, это представляет социальную ценность, и это разное восприятие. Потому что ВКонтакте, YouTube и вот это все прочее были тогда, когда вы были юны, да, вы с этим уже взаимодействовали, с этим работали. И вот, и в этом заключается концепция. То есть вы можете прийти к нам в заведение и узнать вот о себе что-то нового. Да. Друзья, в этом и заключается миссия нашего заведения Disket Lounge. Our mission is to be a bridge between generations. То есть наша миссия — это создавать мост между поколениями. То есть когда к нам приходят какие-то молодые ребята, мы им рассказываем, что вот была такая эстетика там 80-х, 90-х, прошлых лет, аналоговая эпоха, в которой, к сожалению, вы не смогли побывать, но в этом был свой прикол. И наоборот, когда там к нам приходят люди постарше, мы им говорим: смотрите, есть разные такие штуки-дрюки, нейросети, там и много еще чего, о чем прикалывается молодежь, зачем вы уже перестали следить, и мы вам про это расскажем. И наша миссия заключается в том, что мы выполняем вот этот мост. Подводя к концу наше исследование, хочется сделать такой вывод. Все мы разные, неповторимые и индивидуальные, и каждый выбирает свою идеологию и раскрывает ее с абсолютно разных и порой неожиданных ракурсов. Главное — развиваться. Гик — это максимально общее обозначение человека увлекающегося, и одним из таких идеалистов является Сыендук, создавший Geek Trip — большой кроссовер всевозможных мультивселенных, портал в зону комфорта в условиях мира, повернутого на поп-культуре. Здесь мы и закончим наше путешествие. Культура гиков
со стороны может показаться такой странной, незначительной и даже забавной. Но, пожалуйста, подумайте об этом в следующий раз, когда какое-то приложение будет советовать вам, куда пойти, что посмотреть, что поесть, или робот-пылесос, который очень настойчиво просит заменить фильтр. И в этот момент я понимаю, что гики уже управляют нашей жизнью. Я окунулся в культуру гиков. Совсем чуть-чуть, можно сказать, я потрогал воду рукой вот так вот аккуратно, или пролистал вот так вот мангу комиксов, или чуть-чуть поиграл в VR, или, и этого всего много можно еще придумать. Друзья, эта культура достойна внимания. Эти люди точно достойны внимания, потому что они всегда яркие, они самобытные, и с ними всегда будет о чем поговорить. Поэтому с удовольствием приглашаю вас продолжить и посетить наш маршрут вместе с мобильным приложением Кведа. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие выпуски и пока! В рамках исследования гик-культуры мы посетили магазин комиксов «Маяк», электротехнический университет «Лэти», радиотехнический колледж, японское кафе «Таяки», культурный центр Space Lab, облачный дата-центр Selectel, игровую «Replay», бар «Никанон», школу диджеев «Топ Диджей», дискет Lounge и магазин комиксов «Geek Trip».